Африканская саванна – это широкая равнина, выжженная солнцем в сухой сезон и зеленая в сезон дождей, покрытая редкими деревьями, кустами и высокой травой, в которой, как корабли в океане, плывут караваны слонов. В Зимбабве, в сотни километров к югу от водопада Виктория, находится национальный парк Хванге с одной из крупнейших в мире популяций слонов. Рядом с парком есть несколько гостиниц, в одной из которых я сделал короткую паузу после насыщенного и полного впечатлений сафари по Ботсване. В домиках были все удобства, а главное электрический матрас с подогревом, так как была южноафриканская зима, и по ночам температура опускалась до плюс 5 градусов. Прямо напротив домиков был искусственный водопой, к которому время от времени подходили животные, забредающие сюда из национального парка. Вечером для меня, в это время единственного постояльца гостиницы, разжигали костер, и, сидя за обеденным столом, я наблюдал за ночными посетителями водопоя, а их было немало. И как только напивалась одна группа слонов, им тут же на смену приходила другая. По дороге в гостиницу я купил за $1 плод баобаба и попросил у повара, которую звали Мириэл, чтобы она сварила мне кашу. Nice to meet you, Muriel. So you break first, yes? Вначале этот плод нужно разбить. Зрелые плоды баобаба сухие и содержат кубики кисловатой на вкус мучнистой мякоти. Внутри каждого кубика находятся черные семена. Чтобы отделить мякоть от семян, кубики бросают в кипящую воду, и мякоть быстро растворяется. Через 5 минут, чтобы семена окончательно отделились, их надо интенсивно перемешать. Это можно сделать обычным венчиком, но Мириэл предпочитает традиционную взбивалку. Затем полученный сок баобаба процеживают и вновь ставят на огонь, а семена обычно выбрасывают. Ну а дальше все просто. В кипящий сок, помешивая, добавляют кукурузную муку и варят еще несколько минут. Ну вот, каша из баобаба готова. Thank you very much. Baobab porridge.
У этой каши оказался очень приятный кисловато-фруктовый вкус. Она также очень полезна, так как в плодах баобаба много витамина С, калия и антиоксидантов. Very tasty. Very tasty. Okay, thank you very much. Yeah, welcome. So go and enjoy yours. К сожалению, эта гостиница не предлагала сафари на своей территории, хотя зверя вокруг было немало. По ночам я даже слышал львиный рев. Поэтому я с нетерпением ждал переезда в национальный парк Хванге. Good afternoon. Fine and yourself? Я забронировал палаточный лагерь в юго-восточной части парка, неподалеку от водопоя Кеннеди-2. И здесь уже все было готово к приезду нашей маленькой группы. Hello, thank you. Fine, are you? Thank you. Innocent? Лагерь находился в лесу из тиковых деревьев и акации и был рассчитан максимум на 10 человек. На кроватях теплое одеяло, что было весьма актуально. Кстати, ни комаров и никаких других назойливых насекомых в это время года не было. В каждой палатке умывальник, идеально чистый туалет и душ. Душ походного типа, то есть надо заранее предупредить персонал, и в холщовый мешок наверху вам нальют горячей воды. Hello. How are you? Thank you. Lunchtime, yes. Yeah. Okay. And what do you have for lunch? We're having a lasagna. Can I see? The lasagna Yes. with which is a sausage, a bacon, Yes. Scrambled eggs, beans, and green tomato. Okay. So it's a brunch today. Perfect. Then we have a mixed bean salad. We have a Okay. coleslaw salad. We have some bread rolls and a fruit platter. Okay. Thank you very much. Yeah, welcome. Удивительно было встретить такой сервис за добрую 100 километров от цивилизации и посреди леса, просто кишащего слонами. Лагерь не был огорожен, и по утрам я видел слоновьи следы прямо у своей палатки. Вот моя палатка. А вот, пожалуйста, следы слона. Вот, прекрасный след. Дело в том, что в этом лесу слоны в изобилии находят богатые белком и очень питательные стручки акации. Надо только хорошенько потрясти дерево. Ну и потом, почему бы не подобрать лакомство прямо под нашей машиной? Этот слон хоть и поглядывал на нас, но был очень спокоен. Однако следует остерегаться слонов, у которых между глазом и ухом видны потеки маслянистой жидкости, выделяемой особыми височными железами. Этот пахучий секрет – четкий сигнал, что животное находится в стрессовом состоянии, и такой слон может повести себя очень агрессивно. У слонов плохое зрение, а запах от машины перебивает запах человека. Поэтому слоны не понимают, что в машине находятся люди, и иногда подходят так близко, что просто перехватывает дыхание. Другое дело – пешеходное сафари, где слон воспринимает человека как угрозу. Это нам рассказал Каз Дубе, хозяин лагеря и гид с многолетним опытом. They've got a very good sense of smell.
У слонов очень развито обоняние. Они могут почуять человека за 300 метров. Поэтому если ветер дует от нас, они уже знают, что мы здесь. Вот видите, ходить пешком совсем другое дело, чем сидеть в машине. Впрочем, ходили мы недолго. Слоны были совсем рядом, и один из них уже выставил хобот в нашу сторону. Идти дальше было опасно, поэтому Каз решил прервать нашу прогулку. Южная часть национального парка Хванге лежит на песке, принесенном ветром из пустыни Калахари. Участки леса здесь чередуются с обширными пространствами травянистой саванны, которая, по сути, является огромным пастбищем для слонов, антилоп, жирафов и зебр. Посмотрите, как пасется слон. Прежде чем отправить в рот пучок травы, он стряхивает с него пыль и насекомых. Этих насекомых тут же на лету подхватывает птичка дронго. Если же рядом появится хищник, дронго начинает тревожно кричать, предупреждая слона об опасности. Песчаный грунт саванны быстро впитывает всю дождевую воду, поэтому искусственные водопои – это огромная помощь всем животным национального парка. У ближайшего к нашему лагерю водопоя Кеннеди-2 в самые засушливые месяцы можно увидеть стада по несколько сот голов, и по вечерам здесь происходит настоящее столпотворение. А однажды, поминутно озираясь и держась от слонов подальше, к воде пришел леопард. Но главные хозяева территории вокруг водопоя – это прайд из 35 львов. А у этой счастливой пары сейчас брачный период. Как и положено царю зверей, львы обладают непревзойденной мужской силой и способны спариваться по 50 раз в день, через каждые 15 минут. При этом интимная близость с самкой длится каждый раз не более 20 секунд. И так в течение 3-4 дней без перерыва. Ну вот, им опять нужно уединиться. Возвращаясь каждый раз после сафари, мы видели в лесу множество слонов, которые, как я уже говорил, по ночам бродили даже вокруг моей палатки. Но напоследок меня ждал сюрприз, который мог закончиться весьма печально. Сегодня они пришли средь бела дня к нашим палаткам. Вообще. Называется «Здравствуйте, слоны». Давно не виделись. Я решил перейти к палатке своего соседа, француза Лорана, чтобы наблюдать за слонами вместе.
Слоны, конечно, заметили мой маневр и занервничали. Однако вскоре вроде бы успокоились и стали уходить. Я даже сказал им «до свидания» и выключил камеру. Но сделав несколько шагов к своей палатке, я услышал за спиной крик Лорана. Слониха, угрожающе задрав бивни, шла прямо на меня. Мой многоопытный сосед снова закричал и захлопал в ладоши, что заставило слонов быстро ретироваться. Это послужило мне уроком. С дикими зверями надо быть особенно осторожным и никогда не поворачиваться к ним спиной. Благодаря особому строению стопы, внутри которой под пяткой находится жировая подушка, слоны ходят как бы на цыпочках и практически бесшумно. Так что вы не услышите, если слон нападет на вас сзади. Перенаселенность слонами не только опасна, но и создает большую нагрузку на природные ресурсы парка. Слоны сдирают бивнями кору деревьев, чешут о них свои бока, а также объедают молодую поросль красного дерева мапаны. Поэтому лес иногда выглядит так, будто по нему прошелся ураган. Как бы там ни было, национальный парк Хванге, безусловно, является одним из лучших мест для наблюдения за слонами, и зрелище этих величественных животных на лоне природы производит неизгладимое впечатление.